Приветствую всех, друзья! Рада видеть вновь на своем канале. Меня зовут Маша Рябинина, и я хочу с вами обсудить одну жизнетрепещущую... Одну жизненную тему, о которой я задумывалась еще год назад. Но только сейчас у меня собрались, наконец, мысли в единую картину и пришло общее понимание, как мне лучше сделать его, чтобы ни у кого не осталось малейших вопросов о том, что я хочу донести до вас. Вы замечали, что современное искусство, в кавычках, в том числе игры, фильмы, музыка, превратились в какую-то неведомую херню на постном масле. Будто создатели делают специально все это для галочки, для того, чтобы отчитаться перед своим вышестоящим руководством за потраченный бюджет. Ну и прикарманить себе немного, как обычно. Если вы думаете, что так было всегда, и что раньше трава была зеленее, и в целом мир был ярче, вы ошибаетесь. Раньше тоже выходило много разного, но у хороших проектов было намного больше, нежели плохого. Я открываю сайт по новинкам фильмов и понимаю, что просто нечего смотреть. Единственное, для чего я могу посмотреть новый фильм, чтобы уснуть под болтовню скучных диалогов. Все, на этом плюсы заканчиваются. Знаете, я вообще не критик ни разу, я просто хочу посмотреть хороший фильм. Но давайте вспомним стримы, когда мы смотрим фильмы, и тут сразу включается а-ля Маша Критик, и по любой возможности вставить, лишнее слово. Ну, да, тут я не критик, я так. Посмотри, что я наснимала. О, еще одна любительница фотографии. И на что мне смотреть? Вот сюда. Ну и чё? Там ничего нет. Куда смотреть? Ты ее не видишь? Кого? Но ни один из новых, за редким исключением, мне вообще не запомнился. Мертвые персонажи, тупые диалоги, бестолковый сценарий. В общем, как всегда. Картинка, да, классная, эффекты. Но разве это определяет, будет хороший фильм? Конечно же нет. Для меня это лично тупо лень создателей того или иного произведения. Этим они маскируют недостатки самого фильма. Я сама люблю криминальные фильмы, боевики, триллеры, но на одни эффекты и как это здорово было снято, смотреть не хочется. Сама атмосфера фильма и персонажи фильмов, за которые ты не переживаешь, и нужны ли они для того, чтобы оправдать сам фильм. Насилие на ровном месте, без ярких предпосылок к этому. Нелогичные моменты, дыры в сюжетах самого фильма. Ну, сами понимаете. Я все чаще отдаю предпочтение к старым фильмам. Там, возможно, не будет столько компьютерной графики и визуальных эффектов, но зато будут персонажи, за которыми действительно интересно следить на протяжении всего фильма. Я недавно «Форсаж» пересмотрела новый, не помню даже какая часть, но это не особо важно. И что я могу сказать? Ну, это просто пиздец. Фильм можно просто было не снимать. Одна карикатура и одна сплошная пародия на жанр боевиков. Кроме взрывов и крутых тачек там больше ничего нет. На персонажа тебе просто фиолетово, музыку фильма ты уже даже не запоминаешь. Да, кстати, музыка. Назовите мне хоть одну песню, именно которая вам и правда понравилась, и которую вы переслушиваете много раз. Я уверена, что даже если будет такое, то едва ли этих песен наберется больше 3 штук. Именно из современных новинок. Вот первые 3 фильма, там, конечно, топ, там подборка и музыка, их действительно было слушать, там просто эта вся музыка поддерживает сюжет. Но дальше просто идет галимая пародия, и тебе это просто даже не цепляет и неинтересно это слушать. Я практически новую музыку не слушаю. Очень редко, когда мне что-то может понравиться, я могу смело добавить это в свой плейлист. Музыка сейчас просто вся однотипная, похожая. Она не просто похожа между собой, а будто это один и тот же исполнитель. Но есть нюанс, что это разные исполнители. Никакой идентичности и уникальности. Спроси меня, кто это поет, я хрен вам скажу, но серьезно. Я могу даже больше сказать, у этих исполнителей даже обложки альбомов почти ничем не отличаются друг от друга. Одна нейронка, что ли, им рисует. По-другому я это никак объяснить не могу. Музыка вообще играет очень важную роль, будучи это фильм или видеоигра. Она сильно бьет на атмосферу, и уже все воспринимается иначе. Я хочу вам сейчас показать несколько фрагментов, просто посмотрите. Предупреждаю, что будет очень слишком много приятной ностальгии. You left me
Очень легко поддаться искушению и сказать: я просто скучаю по прошлому и тупо ностальгирую. Но это все совсем не так. Я даже провела эксперимент. Я поиграла в несколько современных игр, которые вот только что вышли. Но я не смогла надолго там продержаться. Скучно, сюжет не цепляет. Кроме крутой графики там ничего больше нет. И затем я зашла в Bully и несколько других старых крутых игр. И знаете что? Я конкретно там залипла. Несмотря на то, что все эти игры вышли черт знает его когда, и графика там оставляет желать лучшего, но я реально втянулась и долго играла. Я помню, когда у меня PlayStation 2 был еще, мне приставку подарили на Новый год. Я хорошо помню все эти замечательные игры, как было приятно снова бы в них вернуться и заново пройти. Не один десяток дней я прогуливала школу, чтобы поиграть лишний раз. Они реально затягивали меня. Даже поесть не успевала и сразу садилась за игру. А современные игры возвращаться даже не хочется. Поиграешь часик и забудешь уже про нее. Так вот во всем. Музыка, фильмы. Нет какой-то изюминки. Это не просто вторичное, это копия в квадрате. Эпоха бесконечных ремейков. Новое придумать всегда сложнее, да и опасней. Публика может просто не оценить, и проект в итоге провалится. Вот и мы видим поэтому продолжение фильмов, которые давно утратили интерес у аудитории, и ремейки старых фильмов, игр. С одной стороны, это вроде бы кажется хорошо, а с другой хочется сказать: да сколько уже можно? Мы это видели по миллиону раз, и опять только с новыми лицами. А суть нихуя не меняется. Самое интересное во всем это люди. Как ни странно, ну да, люди сыграли немалый процент того, что мы видим сейчас. Мир слишком быстрый, и этих людей заинтересовать все сложнее. Сложно удивить чем-то новым, да и придумать это сложно. Люди потребляют тонну разной информации, и не всегда эта информация соответствует действительности. Не мои слова, но я хочу вам пересказать одну очень интересную мысль, что в 80-х, 90-х годах продвигать и создавать было намного проще, нежели чем сейчас. Это несмотря на то, что сейчас для этого все благоприятные условия есть. Соцсети, интернет более развит, чем 30 лет назад. Но люди изменились с тех пор. Раньше практически все продвигалось при помощи сарафанного радио и слухов, и не было такой гигантской конкуренции между корпорациями. Иногда продвигалась реклама по телевизору, ведь тогда это имело смысл. Сейчас нет. Даже если продукт потенциально хороший, люди его могут просто не заметить из-за большого обилия разной информации. Почему я вообще это сейчас говорила? А к тому, что мотивация у людей, которые что-то делают потихоньку, но падает. И тут не только вопрос в деньгах, вовсе нет, а то, что ты сделал что-то действительно крутое, это никто не увидит, и если даже увидит, то ненадолго. Эти люди не задержатся и разбегутся по другим делам. И когда ты выпустишь этот фильм, фанатов просто не останется. У тебя даже может быть миллион лайков и теплые слова поддержки, но дальше этого никуда дело не сдвинется. С недавнего времени рекламные бюджеты стали больше, чем сам бюджет на разработку игры или на съемку того же фильма. Никогда такого не было. Раньше на рекламу тратили копейки, а сейчас на графы на рекламу выделено аж больше, чем на сам продукт. Если смотреть объективно, то даже когда вы смотрите фильм на телевизоре, вы можете заметить, как реклама стала гораздо больше, как ее внедряют просто бесконечно. И сам фильм уже кажется не таким вот длинным, а вот кусочки становятся короткими. Когда ты смотришь, ты 5 минут посмотрел, реклама 10 минут. Это просто заебывает. Именно поэтому это главное отличие от искусства тех лет и сейчас. Мир был чуточку спокойнее, медленнее. Экономическая и политическая ситуация была разная. Люди действительно ждали выход того или иного фильма, игры и всего остального прочего. И творцы, кто создавал контент, старались над тем, что производят. Правда, и тогда выходило много чего мусорного, но процент был небольшим, и это так не раздражало. Я не хочу, чтобы думали, что я сравниваю с прошлым, и чтобы вы думали, что я только хорошее хочу показать. Но во мне реально сидят мысли того, что действительно раньше было лучше. Эта мысль возникла не из-за того, что я ностальгирую, или потому, что детское восприятие всегда сильнее, чем во взрослом возрасте. И легко было внушить себе что-то хорошее. Я перекладываю прошлое на настоящее. И изюминка тех лет и искусства, которое было раньше, не в том, что я перечислила, а в том, что разнообразие, фильмы, которые запоминаются, персонажи в этих фильмах, музыка, от которой у тебя просто мурашки по коже, и видеоигры, которые брали своей атмосферой и проработкой мелочей. Тогда не было крутой графики, но эти игры дарят куда больше спектра эмоций, чем сейчас. Давайте даже вспомним такие игры, как Шрек, Мадагаскар, Кунг-фу Панда и остальные игры, которые просто, если честно,
была бы возможность, я бы просто переиграла в них с большим удовольствием. А еще, ребят, вспомнила очень крутую игру, это сезон охоты, и, я бы, наверное, с таким бы удовольствием ее сейчас прошла, прям такая реально ностальгия, и мне просто улыбка до ушей от воспоминания по этим милым старым играм. В этом их и шарм, и даже своего рода загадка, и в это хочется возвращаться вновь и вновь. А что мы видим сейчас? Это технологии, крутую графику, физику в этих играх, все. Но сами по себе эти игры лишены шарма, и внутри пустышка, которая ничего не вызывает у тебя внутри. В начале этого года, кстати, разгорелся сильный скандал из-за того, что пару разработчиков игр стали использовать искусственный интеллект для разработки игр. И дело не в том, что они стали это делать. Это давно стало использоваться для упрощения процесса разработки. Суть в том, что они не просто внедряли искусственный интеллект в свои игры, они с помощью него буквально создали персонажей, транспорт, локации. Кроме того, даже сценарии и диалоги писала им нейронная сеть. И сам человек никакой роли не играл. С моей стороны, обвинять только искусственный интеллект, что мы видим сейчас, это будет необъективно и кощунство с моей стороны. Я понимаю, что это всего лишь один из инструментов для достижения тех или иных задач в повседневной жизни. Как его использовать, определяли только люди. Сами же люди его создали. Тут скорее вопрос берет свои корни куда глубже. Можно сказать, да, все говно, все, что выходит, но это будет не так. Удобная позиция, но она не всегда правдива. Несмотря на это, по-прежнему выходит много интересного. Правда, не в таких количествах, нежели раньше, и новая музыка бывает тоже хорошей. Просто нужно ее повнимательнее поискать. Как и видеоигры с фильмами. Я, кстати, до сих пор не использую искусственный интеллект для создания обложек видео. Это может и быстрее, но в то же время это убьет мою уникальность, чего мне очень не хотелось бы. Да, я потрачу чуть больше времени, но зато вы точно будете знать, что это сделано мной и на что я потратил свое время и свои силы, чтобы сделать хорошо. Как вы знаете, что в этом году планируется выход GTA 6. Многие ее ждут. Каюсь, я тоже очень жду ее скорейшего выхода, чтобы опробовать ее. Но в то же время я ничего от нее не жду, ведь она может просто не понравиться. Ведь Rockstar, которая ее разрабатывает, это далеко не та компания, которая была раньше. Сейчас им главное акции компании и стоимость самой компании. Они не могут себе позволить судиться с кем попало и вставлять свою игру в спорные моменты, после которых может последовать негативные последствия. Кто знаком с их историей, тот наверняка знает, что на них постоянно подавали в суд и пытались запретить их игры во многих странах мира. Из-за того, что в них было много насилия и разных шуток, которые много кому не нравились. И, естественно, черного юмора там было с избытком, и многим игрокам именно это и нравилось. Если по какой-то причине вы этого не увидите в новой GTA, то просто держите одну мысль в своей голове, что сейчас для них куда важнее отчитаться перед инвесторами и похвастаться цифрами продаж игры, а не вот это все. И это не только у Rockstar. Много издателей цифровых продуктов руководствуются этим. Меня поражает большинство блогеров, как все стали облизывать GTA 6 после трейлера игры. Вы даже не знаете, какой она будет, вы ничего толком не знаете о ней. Если она будет провалом, то я так и скажу, что это очередная шляпа. Но однако же, если все-таки она будет классной, то я тоже это обязательно скажу. И не важно, кто ее там разрабатывает, для меня важно остаться своими мыслями и с различными доказательствами моей правоты. Я не спорю, что я тоже могу ошибаться в чем-то. Ну и быть как все, как стадо баранов, я тоже не хочу, уж извините. Это то же самое, как оставаться ярым поклонником чего-то, несмотря на то, что это сделано плохо, но при этом вы это защищаете. Бывает у меня, что я фанатею от какой-то группы, и мне нравится все, что она делает. Но тут она выпускает плохой альбом, и я понимаю, что это плохо, и уровень ниже того, что она делала раньше. Но я не буду их оправдывать и кричать об этом на каждом углу, что это круто, потому что это ложь, и это вообще не так. Просто некая надежда есть, что в будущем они, возможно, сделают лучше. И на вопрос, почему сейчас все такое дерьмовое, у меня не будет конкретного ответа. По большей части, да, больше половины, что сейчас выходит, это говно. Но есть другая сторона, что есть интересные вещи, на которые стоит обращать свое внимание. Кто ищет, тот точно найдет для себя что-то свое. Я не отрицаю, что могу ошибаться и в этом ролике. Что оно будет провалом, я тоже человек, и я не всегда могу донести правильно свою мысль и при этом не наговорить разной херни. Мне, кстати, писали пару комментов, что раньше мои видео были лучше. Не знаю, может и так, а может и нет. В любом случае могу ошибаться. Но спасибо, что досмотрели до
этого момента, моего потока бесконечных мыслей насчет этого. Я вам признательна. И теперь бы мне хотелось почитать и ваши мысли под видео. Буду с вами уже прощаться. Всем пока. Скоро еще свидимся. С вами была Мария. Я вас люблю, мои зайчики. До скорых встреч.